Меня зовут Надежда. Я являюсь директором пшеничного зерна Украины. Сегодня ровно месяц, как у нас идет война. Это тяжелое время для нашей страны, для людей, которые в Украине. Очень сложно что-либо говорить без слез. Но я знаю, что мы под Божьей охраной, и я знаю, что Бог не ошибается в своих делах. И хотя разум отказывается воспринять все, что происходит в Украине, я верю, что это все под контролем у Бога. У Бога есть план в отношении того, что происходит. Умом понять сложно. Сегодня ровно месяц, как идут военные действия в нашей стране. Сегодня ровно месяц, как наши воины стоят, охраняя наши дома, наших родных и близких. Сегодня ровно месяц, когда есть второй фронт волонтеров, добровольцев, тех, которые помогают выстоять в этой ужасной братоубийственной войне. Многие годы мы жили мирно друг с другом, но пришла война, которая нас разделила. И в это время очень сложно удержаться и держать те принципы, которые Бог говорил: люби врага своего. Я думаю, что это время, когда проверяется наше христианство. Это время, когда мы практически исполняем то повеление, которое Бог нам дал. Никогда не думала, что придется покидать свою страну и оставлять все. Но я хочу сказать, что когда первые бомбы 24 февраля упали на Киев, я не поверила. Я не поверила тому, что это началась война. Но когда они все чаще и чаще стали падать и чаще разбиваться, мы вынуждены были для того, чтобы сохранить свою жизнь, сохранить жизнь детей, укрываться в бомбоубежище. Возле нашего офиса есть метро, и в этом метро мы проводили свои ночи и дни, укрываясь от тех бомб, которые падали. Я никогда не думала, что, посещая метро или едя на работу, что я здесь буду спать, что на этом бетонном полу буду лежать я, дети, которые ничего еще не знают. В этом метро нас находилось около 1000 человек. Среди них были младенцы до 3 месяцев. Это были дети, которые бегали и радовались. Но мы понимали, что их радость — это наше спокойствие и наша защита. Очень тяжело было находиться, особенно когда нас закрыли на 3 дня, поскольку была сильная воздушная тревога и сильная бомбежка, было очень сложно сидеть. Иногда не хватало воды, но были добровольцы, которые приносили и давали эту воду, давали детям есть, давали детям молока, хлеб, приносили, нас кормили. И я видела в этом заботу Божью. Очень сложно говорить что-то о том, чтобы был покой в сердце. Я хочу сказать, что очень сложно верить, и когда ты видишь то, что происходит, то издевательство, то уничтожение, то зверские отношения к людям. Казалось бы, мы были братьями, но в данной ситуации это стерто. Пришла война, которая нас разделила. Пришла война, которая нас заставила по-другому посмотреть на мир и отношения. И это все обнаружило, или, скажем так, показало состояние человеческой души. Война — это всегда грех, это последствия греха, вернее. Вот. И поэтому мы понимаем, что происходит. Сильные авиационные удары идут по Киеву. На сегодняшний день у нас 3 города практически стираются с лица земли. Это Мариуполь, это Чернигов, это Харьков. Маленькие городки и поселки, которые близ этих городов, они уже давно стерты. Применяется оружие, которое недопустимо в международных правах.
Это вакуумные бомбы, это кассетные бомбы, это фосфорные бомбы. Это все то, что падает и уничтожает. Это сила удара, которая уносит очень многие жизни. На сегодняшний день в 5 километрах от офиса, где у нас расположен наш офис, бросили вакуумную бомбу. Снеслось эпицентр, снесся площадь, очень большая площадь. И слава Богу, Бог сохранил наш офис, только потрясся дом, в котором был офис, но слава Богу, Бог сохранил все окна. Наши соседи, которые рядом с нами живут, они смотрят на нас, как мы реагируем, что мы делаем, как мы себя ведем. И позавчера у меня был разговор с соседкой. Она мне позвонила и сказала: Надя, ты знаешь, что надо молиться? Я улыбнулась и думаю: Господи, спасибо, что хоть в таких ситуациях они начинают видеть, что только ты можешь это сделать. И она произносит такую фразу: если по молитвам Бог исцеляет, то я, говорит, я верю, что по молитвам Бог остановит эту войну. И она мне напоминает то, что я уже давно знала, и то, что наша страна делает каждый день. Ровно в 3 часа дня по киевскому времени наша страна 1 минуту, кто бы где кто ни был, молится о прекращении войны, молится о том, чтобы это беззаконие, это ужас прекратился. И вот она мне говорит: я тебе говорю, передай всем, кто знает, что минута молитвы в 3 часа дня мы должны молиться за нашу страну. Знаете, это приятно, это свидетельство того, что люди начинают обращаться к Богу и верить в то, что именно молитва, она может изменить ход войны, ход того, что происходит в нашей стране. Я благодарна Богу за то, что у нас есть волонтеры, которые помогают. Я благодарна Богу за то, что Он хранит наших друзей, наших родных, наших близких. У нас в фонде 24 директора, которые в 24 регионах Украины проводят лагеря. В этом году мы планировали провести лагеря, и я верю, что мы их проведем. Наш север и восток страдают больше всего. Директора этих лагерей по мере возможности вывозят детей, вывозят детские дома, вывозят людей пожилого возраста, чтобы как-то дать эту надежду. Наш Запад принимает всех. И сейчас такая вот дружеское пожатие между Востоком и Западом. Восток выезжает, Запад принимает. Наши директора, которые на Западе, они трудятся, они принимают всех, кто приезжает. За день приходится некоторым нашим директорам принимать до 500 человек, иногда до 1000. Их кормят, их распределяют, им находят жилье, им делают все, что возможное. Наши южные директора, которые находятся на южной части Украины, они сейчас под оккупацией, у них очень сложно. Херсонская область, она практически полностью вся занята оккупантами. Отношение очень жестокое, очень много издевательств, очень много расстрелов мирных жителей. И это является как-то вообще неприемлемым и непониманием того, что происходит. Но Бог являет свои чудеса в нашей жизни и в жизни наших директоров. Директор лагеря «Радуга», его сосед рядом, дом, скажем, его соседа разбомбили, повредили его дом. И они из 18 дней войны, они 14 дней были и жили в погребе для того, чтобы выжить, потому что сильные были бои. И когда они решили выехать, уже зашли русские, закрыли блокпосты, практически выехать нельзя было. В тот день, когда они ехали, у нас была встреча фонда, и как раз на момент молитвы он мне прислал смс-ку: Надя, молитесь, мы стоим на блокпосту, и нас обстреливают, и дальше никуда не пускают. И я тогда попросила, чтобы весь фонд помолился. И знаете, Бог чудес, Он делает чудеса. Когда мы закончили молитву, когда мы закончили нашу встречу, прошло где-то минут 20 после окончания нашей встречи, он мне перезвонил
просто позвонил, до этого связи не было, и сказал: Надя, Бог делает чудеса. В какой-то момент прекратилась стрельба, прекратилась на мгновение атака, и, говорит, и мы, 10 машин, нас вырвалось, и мы успели, говорит, проехать этот период войны, период, вернее, период бомбежки и время, место, где сильно бомбили. И он позвонил и сказал: спасибо за молитвы. Бог просто нас закрыл перьями, и мы проехали. И я верю в то, что Бог хранит своих детей, когда мы к Нему взываем. Главное, чтобы во всей этой войне, во всех этих отношениях не потерять свое сердце, не потерять знание и понимание того, что мы граждане другой страны, что мы граждане другого государства. И не играет роли, кто ты. Ты должен помнить, что ты гражданин неба. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто молится. И я знаю, что молится весь мир, молитесь и вы. Спасибо за это. Благодарность почему? Потому что молитва — это самое сильное оружие, которое Бог нам дал. И это оружие от Бога. И мы им должны пользоваться, и мы должны их не забывать и использовать его для Его славы, для прославления Его дел. Я благодарна за то, что у меня есть прекрасная такая большая семья, как пшеничное зерно. Я благодарна за то, что мы можем в любое время обратиться, и мы получим помощь. Я благодарна за помощь, которую вы оказываете. И я верю, что в этом году, летом, мы будем проводить лагеря для детей Украины. Спасибо большое.